Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами посмотрим, как правильно заряжать аккумуляторы литий-ионные. Они бывают разные у нас, разного типа, у меня разобранные с мобильного телефона, и мы сегодня посмотрим, как их заряжать. Как заряжать последовательно соединенные аккумуляторы мы с вами посмотрим в следующем ролике. А сегодня я поговорю в принципе о зарядке, как правильно заряжать, то есть в чем особенность. Ну, поехали! Итак, первое, что нам нужно взять сам аккумулятор и посмотреть его тип. Вы видите, что вот на этом аккумуляторе у нас очень хорошо прописан его тип. Это LI-SI8650GR. Что нам нужно? Нам нужно взять этот номер, зайти в интернет и найти на него даташит. Вот у меня сейчас, к сожалению, проблема, отсутствует электричество, и я не могу просто зайти в интернет, посмотреть даташит, чтобы вам показать. Но суть в том, что вот мы заходим в интернет, ищем даташит именно на этот аккумулятор. Можно любой аккумулятор другой взять, посмотреть. Вот мы видим ICR1 18650 26C. Или вот, например, этот аккумулятор. Это у нас CGA 1034. Это либо 50, либо 5C 50. Вот, можно найти на него даташит. После того, как мы найдем даташит, мы увидим там две такие вещи. Я возьму листочек для того, чтобы записывать, чтобы было немножко понятнее. Можно было все запомнить. Итак, первое, что мы найдем в даташите, маркер возьму. Первое, это ампераж, то есть его емкость. И второе, что мы увидим, это вольтаж, вольт-амперные характеристики. Вольтаж. Почему это важно? Потому что есть аккумуляторы, у которых рабочее напряжение 3,7 вольт, а есть аккумуляторы, у которых рабочее напряжение 3,6 вольт. А есть аккумуляторы, у которых рабочее напряжение 3,3 вольта. Поэтому нам нужно знать, с каким типом аккумулятора мы работаем в данную секунду. Потому что для разных рабочих напряжений должны быть абсолютно разные зарядки. Стандарт идет вот 3,7 вольт. Это вот обычные литий-ионные банки, которые стоят во всех ноутбуках. Это батареи, которые стоят во всех во всех телефонах и так далее. В планшетах, вертолетах, самолетах в основном используются аккумуляторы номиналом 3,7 вольт. Дальше, что мы смотрим по даташиту? Очень важная вольт-амперная характеристика. Это V минимальная и V максимальное. То есть минимальное напряжение и максимальное напряжение, до которого можно заряжать и до которого аккумулятор должен разряжаться. По этому аккумулятору, насколько я помню, минимальное было 2,75 вольта. Максимальное стандартное 4,2 вольта. То есть этот аккумулятор прослужит у вас долго и без каких-либо проблем, если вы будете его заряжать не более чем до 4,2 вольт и будете разряжать его не меньше чем до 2,75. То есть 2,8, 2,9, 3 вольта. До этого разрядился, сняли, поставили на зарядку. Зарядили до 4,1, 4,18, 4,19, 4,2, нормально. Если вы его перезаряжаете там, до 4,3, 4,6 некоторые заряжают,
то работоспособность таких аккумуляторов не гарантируется. То есть может легко потеряться их емкость. Срок службы может сократиться. Если этот аккумулятор может послужить у вас несколько лет, то вместо этого он прослужит у вас полгода. Дальше. То же самое касается минимального напряжения. Аккумуляторы литий-ионные очень сильно боятся разряда. Если их посадить на очень низкое напряжение, там, до 2,5 вольт постоянно разряжать, или вообще разрядить их в 0 вольт, то мы рискуем потерять их емкость. Вместо того, чтобы иметь здесь, например, 2,2 ампера, мы в результате постепенно будем получать 2 ампера, 1,5 ампера, 1 ампер, и в конце концов аккумулятор просто потеряет свою емкость, не будет держать совершенно. Эти все характеристики можно прочитать в даташите, то есть в файле, в котором будет описано, какое рабочее напряжение этого аккумулятора, данного аккумулятора. Ну, ампераж, это просто будет понятно нам, какой его объем. Смотрим дальше. Очень важный момент. Очень многие мне писали о том, что человек, ты чего, можно спокойно подключить 5 вольт к аккумулятору, в него уже встроенная защита, она сама будет его заряжать, и когда аккумулятор зарядится, он отключится. Ну, друзья, в принципе, в крайнем случае можно так заряжать, но поймите, это не зарядное устройство, это защита. В чем разница защиты от зарядного устройства? Я сейчас попробую вам показать, не знаю, будет ли видно, поймаю ли я резкость или нет. Сейчас попробуем. Вот, поймала. Так, мы видим, вот наша микросхема заряда GDAB. Интересное название. И вот стоит MOSFET. Вот стоит MOSFET, который включает-отключает. Ну, просто транзистор. А вот сама микросхема, которая контролирует защитой срабатывает. Если поискать на эту микросхему даташит, то вы увидите очень интересную вещь. Например, то, что для этой микросхемы, я напишу ее как, микросхема защиты. Если посмотреть на нее даташит, то вы видите такую вещь, что у нее есть V тоже минимальная и V максимальная. Если мы подсоединим к нашему аккумулятору просто блок питания от телефона 5-вольтовый и будем ждать, что наша микросхема его отключит, то мы увидим такую очень печальную вещь. А это то, что микросхемы защиты, у них V минимальная и V максимальная выше и ниже, чем в даташите у того же самого аккумулятора. То есть, если для аккумулятора было бы нормальным 4,2 вольта максимальным и 2,75 вольт минимальный, то защитные микросхемы, они могут дать зарядиться аккумулятора до 4,3, 4 и 4 вольта. То есть мы имеем всегда перезаряд аккумулятора. Абсолютно всегда. То есть если заряжать встроенной защитой, будем всегда иметь перезаряд. Вы почитайте даташиты на микросхемы, которые стоят в аккумуляторах, встроенные микросхемы с защитой. И вы увидите, что у них вот этот вольтаж максимальный, он намного выше, чем 4,2 вольта. Приведу вам пример. Сейчас у меня здесь есть схема вот такая вот. Это так называемая BSM плата для, не знаю, защиты заряда
3 банок литий-ионных. То есть сюда можно подсоединить 3 литий-ионные банки последовательных и иметь общий выход и общий вход на конце. То если мы посмотрим даташит на эту микросхему, которая здесь стоит, видно ее, не видно, очень мутно видно. Ладно, короче, я не вижу, я не сильно зрячий. Короче, если мы почитаем даташит на эту микросхему, то там вообще все печально. У нее рабочее напряжение минимальное 2,2 вольта, максимальное 4,5. То есть, если мы будем заряжать только этой микросхемой, просто сюда кидать питание и ждать, что эта микросхема зарядит и отключит питание, когда аккумулятор зарядится, то мы будем иметь всегда перезаряд аккумулятора. И в то же время, если мы будем рассчитывать только на эту микросхему, что она отключится, как только аккумулятор опустится там до минимального уровня, мы будем всегда иметь переразряд аккумулятора. В результате мы будем всегда иметь неправильные диапазоны работы аккумулятора, из-за чего аккумулятор очень быстро выйдет из строя. Друзья, заряжать как крайний случай, подавая просто 5 вольт на аккумулятор телефона и надеясь на встроенную защиту, ну, как крайний случай можно заряжать. Но постоянно вы, друзья, вы тем самым убьете свой аккумулятор. Вот это, кстати, один из убитых аккумуляторов, который просто перестал работать. У меня таких целая куча было. И суть в одном. В телефонах, в которых стояли эти аккумуляторы, накрылось зарядное устройство. То есть контроллер заряда аккумулятора. И эти встроенные защиты давали на аккумулятор больше, чем нужно. Покажу вам сейчас еще один пример. К сожалению, было бы нагляднее показать это в работе, но у меня сейчас нет электричества. Покажу просто на словах. Вот у меня есть такой вот телефон Samsung. Какой он здесь? C3312. Телефон полностью рабочий, абсолютно. То есть, вставив в него сейчас аккумулятор, можно им работать, звонить. Но аккумуляторы не служат дольше, чем год. Это самый оптимальный вариант, сколько аккумуляторы могут здесь прослужить. Обычно 3-4 месяца. 3-4 месяца и меняем аккумулятор, потому что он становился вздутый, такой толстый, крышку ломало, трескалось. И в чем оказалась беда? В нем внутри сгоревшее зарядное устройство. То есть сгоревшая микросхема, отвечающая за заряд аккумулятора. Я ради интереса взял и его крышку, внутрь вставил микросхему зарядки, а с обратной стороны прилепил аккумулятор. Обычный литий-ионный аккумулятор. Здесь это микросхема заряда аккумулятора. Здесь разъем для того, чтобы можно было подключить зарядное устройство. Зачем я разъем вывел сюда наружу? Почему просто не взять аккумулятор, вставить сюда в телефон, вот так? Все равно ведь все хорошо контачить и заряжать через стандартное гнездо, USB-шное гнездо телефона. А суть в том, что если взять, зарядить аккумулятор через специальную зарядку, которая здесь под крышкой, я ее спрятал. То есть, если зарядить аккумуляторы до 4,2 вольта, то есть полностью оставить их заряженными, а потом вставить зарядное устройство сюда и включить телефон, то мы увидим, что зарядка будет идти дальше. То есть, телефон будет дальше заряжать аккумулятор. Несмотря на то, что аккумулятор уже заряженный. Он будет показывать, что аккумулятор недозаряженный, и будет его дальше заряжать. И как показала практика, он заряжает до 4,3 вольта аккумулятор. То есть, встроенная защита в аккумуляторы, которые вставлялись в телефон изначально, она не спасала, потому что это была всего лишь защита, это не зарядное устройство. Зарядное устройство внутри телефона находится. И это зарядное устройство, оно оказалось испорчено в этом телефоне. И оно эти аккумуляторы заряжало больше, чем нужно. Кстати, по этой переделке, это чисто так для интереса, для хохмы сделал, но оказалась весьма полезная вещь. Этот телефон в активном режиме спокойно неделю выдерживает. Это я так, к слову.
идем дальше. Теперь, как нужно правильно заряжать аккумулятор? Допустим, мы определились, что вот у нас есть аккумулятор. Мы не будем ни в коем случае использовать какую-то там встроенную защиту, там такую плату или там какие-нибудь такие платки. Не будем на них надеяться, потому что они могут подвести. Вот такая у меня еще тут плата есть защиты, я их оставил. Они не заряжают правильно, поэтому нужно использовать специализированные микросхемы и правильно заряжать. О том, какие микросхемы использовать и как правильно заряжать, я говорил в предыдущем видео. Ссылочка будет внизу в описании, поэтому смотрите и читайте, будьте внимательны. Ну, а теперь посмотрим еще другие моменты. Посмотрим, как правильно заряжать его. Каким током? Допустим, у нас этот аккумулятор, он новый, имеет объем 2200 миллиампер. Новые аккумуляторы можно заряжать током 2C. 2C, точнее говоря, буковка C, означает емкость. То есть, этот аккумулятор новый можно заряжать током 4400 миллиампер. То есть, всего лишь за полчаса можно полностью этот аккумулятор зарядить. За час-два таких аккумулятора зарядить. То есть, ну это если они новые. Если аккумуляторы бэушные, уже там какое-то время прослужили, длительное время, то заряжать током не больше, чем 1C, то есть не более, чем 2200 миллиампер. Мой опыт личный показывает, но это как мой личный опыт, поэтому не говорите там, что там, неправильно. Это мой личный опыт. Я так делаю. Вы, если нравится, не делайте. Я заряжаю аккумуляторы всегда током не более чем 750 миллиампер. Именно вот такие одну штуку. Одну штуку 750 миллиампер. Конечно, если там два вот таких вот аккумулятора соединены параллельно, здесь понятно, что 750 миллиампер это будет там, сутки заряжаться. Поэтому такие, например, два аккумулятора параллельно подсоединенные, я могу заряжать током там, в 2 раза больше, там 1,5 ампера, 1500-2000. 2000 миллиампер. То есть таким током можно заряжать. В принципе, вообще советуется аккумуляторы, которые не новые, не заряжать током более чем 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот такое вот просто небольшое правило. Знаете, что чем меньше ток заряда, тем дольше у вас прослужит этот аккумулятор. Чем выше ток заряда, тем меньше его срок службы. Такое вот условие, такая вот закономерность. Поэтому я говорю, что я заряжаю током вот таким, 750 миллиампер. Не больше. Иногда ставлю 500 миллиампер. Если аккумулятор совсем старый, могу поставить 250 миллиампер. Следующее, это нужно следить за температурным режимом аккумулятора. Если аккумулятор начинает нагреваться, становиться теплым, нужно сразу же отключить его, потому что эти аккумуляторы литий-ионные, они взрывоопасны. С одной стороны, там многие могут сказать, да ты шо, там никогда еще в жизни не взрывалась. И признаюсь, в моей жизни ни разу не взрывалась, и я этому очень рад, что у меня такого не было. Но все же они взрывоопасны. Будьте осторожны. Следите за зарядом, за температурой. Если вы поставили аккумулятор и через 5-10 минут подошли, попробовали, он горячий, нужно сразу же выключить и подождать, пока он остынет. После того, как все остыло, вы поставьте его обратно на зарядку и попробуйте опять. Если он все равно будет горячий, опять нужно будет нагреваться, советую такой аккумулятор выкинуть. Потому что есть шанс воспламенения, возгорания, взрыва. Если же вы вторично поставили его на зарядку и он будет холодный, можете спокойно таким аккумулятором пользоваться. Как правило, такие аккумуляторы
имеют низкую емкость, то есть они уже потеряли свою емкость, но ими пользоваться еще можно. Следующий очень важный момент – это зарядка нескольких параллельно соединенных аккумуляторов. Допустим, мы хотим соединить несколько аккумуляторов, сделать себе powerbank. Вот у меня есть два совершенно разных аккумулятора. И я хочу их соединить параллельно, и там еще несколько аккумуляторов там параллельно подсоединить, и там еще и сделать себе крутой powerbank. Что нам нужно для этого сделать? Нам для этого важно их сбалансировать. То есть на одном аккумуляторе может быть напряжение, допустим, там 4,1 вольт, он почти заряжен, а второй чуть-чуть разряжен, там будет, допустим, не 2, а 3,8 вольт, допустим, будет. Если мы их соединим вместе, то с одного аккумулятора в другой потечет очень большой ток, что в принципе может нарушить, повредить аккумуляторам и тем самым потерять их емкость. Поэтому лучше всего аккумуляторы сначала полностью зарядить и только после этого соединять друг с другом. Некоторые разряжают их в ноль и потом соединяют, только после этого, в ноль разряжают их, только после этого соединяют и используют их. Но, друзья, как мы уже раньше рассмотрели, разряд в ноль очень сильно портит емкость аккумулятора. То есть, разряжая в ноль, вы тем самым теряете в емкости, и это уже не восстанавливается. Поэтому, друзья, заряжайте полностью аккумуляторы и соединяйте их параллельно. Тогда вы сможете спокойно ими пользоваться и не будет никаких проблем. Следующее, что тоже важно, опять же таки обратимся к нашему даташиту. И там можно найти очень интересную табличку по тем же самым вольт-амперным характеристикам. Она выглядит примерно так. Здесь у нас будет... Так, что у нас здесь? Здесь у нас вольтаж, здесь у нас ампераж. И можно увидеть вот такую вот табличечку. Ну, я так примерно на глаз накидываю, потому что я сейчас уже не помню подробно. И здесь мы имеем вот такую вот вещь, где вот здесь у нас показывается емкость в амперах. Например, там, не знаю, там 2,2 ампера. 2,2 ампера. А здесь у нас вольтаж. Здесь мы имеем 4,2 вольта. То есть на максимальном напряжении мы имеем максимальный ампераж 2,2 ампера. Например, здесь на 3,7 вольта мы имеем там другой ампераж. Здесь на таком-то напряжении мы имеем другое напряжение. А здесь уже там, например, после 3 вольт, допустим, здесь будет у нас 3 вольта, то ампераж очень падает вниз. Это вольт-амперная зависимость. То есть не может быть такое, чтобы у вас на 3,7 вольтах было там вот такое вот количество ампер. Оно будет всегда зависимое. То есть ампераж и вольтаж, они друг от друга напрямую зависимы. То есть если ампераж там, допустим, будет 1 ампер, то это по-любому будет вот столько-то вольт. К чему я говорю вам об этой табличке? Эта табличка говорит лишь о зависимости. Зависимости емкости от вольтажа. Ну и соответственно вольтажа от емкости. То есть они друг с другом связаны. И напрямую вот такая вот табличка, такой график у нас появляется. У каждого типа аккумулятора, у каждого этого там, не помню, какой-то марки, самсунговский какой-то, другой марки, у каждого из них будет свой график зависимости. Но он будет примерно, они похожи примерно, но они чуть разные. Но и здесь показывается только зависимость. Я читал много форумов, где говорится о соединении параллельным аккумуляторов, о том, что вот это вот графики у них будут разные, из-за этого будут проблемы, из-за этого некоторые аккумуляторы будут неправильно заряжаться, другие перезаряжаться, некоторые недозаряжаться. Но, друзья,
два аккумулятора, которые соединены параллельно, у которых замкнуты и плюс, и минус питания, они не могут выдавать разное напряжение. То есть, если на двух аккумуляторах, соединенных параллельно, если на них будет 3,7 вольт, то если мы их рассоединим, на обоих будет 3,7 вольт. Не может быть такое, чтобы мы соединили два аккумулятора, ими пользовались, и потом рассоединили, а на одном оказалось там 3,3, а на другом 4,1. Не может такого быть. Почему? Объясню почему. Вот это, кстати, почему я это все говорил, потому что многие ссылались на вот эту вот кривую. Так как она у всех аккумуляторов разная, поэтому и разная будет степень разряда заряда. Но, друзья, это лишь график, который показывает зависимость. Здесь нету одной очень важной вещи, а это время и потребление. Друзья, вы же понимаете, что если взять телефон, взяли мы телефон, зарядили его полностью, он у нас сутки пролежал, то есть за сутки он использовал всего лишь вот это вот время, вот эту вот часть времени он использовал, емкости, аккумулятор, наш телефон израсходовал. Потом мы взяли его, позвонили, поговорили, долго поговорили, и вот за то время разговора мы израсходовали вот эту вот часть электроэнергии. А потом после этого мы взяли игрушку и разрядили его полностью. Включили игрушку и полностью разрядили. То есть игрушкой мы разрядили всю вот эту вот часть за полчаса. И тогда, если мы это заметим, то поймем, что здесь у нас 24 часа, а здесь у нас 1 час. Причем это абсолютно независимо на каждом телефоне. Этот график может как угодно сдвигаться, раздвигаться, любая часть графика может смещаться в любую сторону. Может получиться, что вот эта вот часть графика, то есть отсюда до отсюда, это будет всего лишь там 45 минут, в то время как вот эта вот часть графика может быть 2 недели. И у разных телефонов, в зависимости от разного пользования, этот график будет абсолютно по-разному растянут, по-разному выглядеть. График останется тем же, вольт-амперная характеристика останется та же аккумулятора. Но время этого графика, оно будет разное. Поэтому если мы возьмем два аккумулятора с абсолютно разными графиками и соединим их параллельно, так, где же наша резкость пропала? Соединим их параллельно, то эти графики, соответственно, наложатся друг на друга. Один график чуть-чуть растянется, другой чуть-чуть стянется. Но графики наложатся и получатся одинаковыми. Потому что если, допустим, для одного аккумулятора график заряда может выглядеть, то есть график разряда, может выглядеть вот так, а для другого аккумулятора он выглядит вот так, то просто вот эта часть, она может быть чуть-чуть быстрее по времени, а у другого аккумулятора эта часть, она будет чуть медленнее по времени. Но эта вольт-амперная характеристика, она останется одинаковой. Поэтому два аккумулятора абсолютно разных фирм, абсолютно разной емкости можно спокойно, без проблем ставить и в параллель друг с другом и спокойно их заряжать. Главное, чтобы у них было одинаковый вольтаж. То есть, как мы говорили в начале, что у каждого аккумулятора есть свой вольтаж рабочий разный. У них должен быть одинаковый рабочий вольтаж. Чтобы не получилось так, что один аккумулятор перезаряжается, а второй недозаряжается. Ну, недозарядка это не так страшно. Просто чуть меньше емкости в него будет набираться. А перезарядка аккумулятора будет постепенно портиться. Так что, друзья, читайте даташиты, это очень интересное чтиво. О том, как заряжать последовательно соединенные аккумуляторы, мы посмотрим в другом видео. Я вам об этом подробно расскажу, посмотрим разные схемы, попробуем что-то собрать, попробуем зарядить.
Посмотрим, как это все будет работать. Поэтому подписывайтесь, не пропускайте. Мы с вами еще много чего интересного сможем рассмотреть. Если вам понравилось видео, ставьте свои отзывы, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Не забывайте оставлять свои комментарии, потому что они помогают нам всем развиваться. Всем удачи и успехов!